Это модель Корнет. Конкретно это прототип. Серебряная линия компании Культратек. Это первый фреймлок Культратек. Корнет очень интересный нож. И не только потому, что свежий дизайн. Здесь не типичный осевой узел и необычная конструкция плавника. Вообще в этом ролике вы увидите очень много ножей Культратек. В большинстве своем это будут дорогие и редкие ножи. Но сам ролик будет совсем о другом. Привет, сообщество! Сегодня мы поговорим о самой лучшей в мире стали. Название ролика вовсе не кликбейт. Я на самом деле считаю, что Vanax 75 это самая лучшая в мире ножевая сталь. Тесты ножа Kultratec Swarm 3 со сталью Vanax 75 прошли еще несколько месяцев назад. И если вы на канале в первый раз, то спешу сообщить, что тесты разных ножей идут давно и регулярно. Сейчас перед вами результаты тестов по последней методике. Их в таблице 129 штук. Эта таблица в куда более удобной форме, как и вся информация о тестах, есть в описании. Разумеется, мало сказать, что такая-то сталь лучшая в мире. Нужно аргументировать как-то свою позицию. И в этом видео я хочу пойти еще дальше. Не просто аргументировать и привести результаты тестов, а довольно подробно разобрать причины почему. Помимо прочего, хочу сравнить поведение на тесте с разными сталями. И в итоге дать информацию, с помощью которой вы сможете сделать свои выводы. Как вы знаете, Swarm второго поколения от Swarm третьего поколения отличается в каждой детали, в каждом элементе. Но третье поколение — это эволюция ножа, его развитие. По эргономике второй и третий сварны схожи, и это работает в нашу пользу. За последние 4 года мы с вами протестировали 125-ку Crucible, SDP-179 Hitachi, M390 Böhler Uddeholm и массу других сталей. Именно с этими суперсталями мы будем сравнивать Vanax 75. Что такое Vanax 75? Vanax 75 — это современная порошковая азотистая нержавеющая суперсталь производства компании Böhler Uddeholm. Компания Böhler Uddeholm производит целое семейство сталей Vanax, и на данный момент Vanax 75 — это редкое событие на рынке. Несколько более простая версия Vanax Super Clean встречается почаще, но тоже является достаточно большой редкостью. Стандартная легенда на тему этих сталей звучит так. Семейство Vanax началось с двух сталей: более сложный и дорогой производительный Vanax 75 и младший Vanax 35. Спустя какое-то время Vanax 35 модифицировали, и появилась сталь Vanax 37. И уже после этого производитель пересмотрел всю программу Vanax. По сути, сняв с производства Vanax 75 и модифицировал Vanax 37 до версии Vanax Super Clean. Почему я употребил термин «легенда»? Причин две. Во-первых, официальной информации на сайте Voestalpine или Uddeholm нет. То есть все, что есть, это слухи и домыслы. А во-вторых, производство стали — это не производство наушников или телефонов. Оно не работает по принципу «делали, сняли, делаем другое». Это не так. Любое крупное производство всегда работает в рамках плана производства, который, в свою очередь, строится из плана продаж. Все семейство Vanax — это сложное и дорогое сырье. Выпускать его, что называется, про запас никто не будет. Это просто неразумно. Потому и легенда. Нам с вами, по сути, важно понимать, что существует два Vanax с разной потенциальной мощностью, и сегодня мы говорим про Vanax 75. Сравнивать начнем, как и положено, с самой производительной нержавеющей сталью на данный момент. Vanax 75 против Crucible CPM S125V. Перед вами составы обеих сталей. Твердость 125 на тестовом ноже была порядка 65 единиц по шкале Роквелла. Vanax 75 работал на твердости в 63,5 единицы. Результаты перед вами, и Vanax 75 уступает 125 и уступает существенно. Мы с вами неоднократно обсуждали уникальное поведение 125 в работе. Давайте попробуем приложить это к Vanax. Кратко, поведение 125 можно описать так. 125 не тупится при работе. Суперсталь Crucible нельзя затупить в обычном понимании этого слова. Как выглядит весь процесс в теории? Мы ножом работаем, режущая кромка в процессе реза получает нагрузку. От полученной нагрузки кромка клинка разрушается, и в какой-то момент разрушение режущей кромки накапливается до состояния, когда работать ножом становится некомфортно. Нож затупился. В теории все так, а на практике чаще всего несколько иначе. На практике режущая кромка редко разрушается постепенно. Чаще всего как раз наоборот. Повреждение происходит относительно резко, и комфорт работы существенно снижается. Вы могли неоднократно слышать фразы типа «сталь мылит», «натянулся заусенец» или что-то в этом роде. Нож мылит. По сути, фраза объясняет сама себя. В какой-то момент комфорт работы падает, и нож как будто начинает скользить по мылу, начинает проскальзывать, и приходится прилагать существенно большие усилия для нормального реза. Повторюсь, именно такой сценарий затупления ножа
является самым распространенным для практически всех нержавеющих сталей. Так себя ведут буквально все ножи. В своих обзорах я неоднократно упоминал о переходе от первичной остроты, когда ножом работать комфортно и приятно, к рабочей остроте, когда работа идет уже обыденно. Собственно, хорошая термообработка отличается от плохой на практике именно этим. Когда термообработка выполнена качественно, любая нормальная сталь будет максимально сопротивляться. Когда все сделано правильно, кромка будет разрушаться участками и неравномерно, прямо пропорционально нагрузке. Ребят, вы, наверное, подустали. Я понимаю, информация тяжелая и что-то может ускользнуть. И я заранее прошу за это прощения, но мы с вами только начали. Сегодня у нас не просто результаты теста, сегодня один из важнейших материалов на моем канале. И нам придется копнуть поглубже. Вернемся к 125-ке. Что в ней такого особенного? 125-ка Crucible обладает феноменальным составом. Составом настолько мощным, что меняется суть поведения металла в работе. При кастомной термообработке, когда есть многократное крио, термоциклирование, ковка, при такой термообработке 125-ка работает не так, как все остальные нержавеющие стали. На 125-ке в кастомном ТО практически невозможно поймать момент того самого пресловутого перехода от первичной остроты к рабочей. 125-ка в правильной кастомной термообработке попросту не мылит. Ну то есть вообще не мылит, от слова совсем. Комфорт работы на 125-ке снижается очень плавно. Именно поэтому и создается ощущение, что затупить 125-ку невозможно. 125-ку, конечно, можно сломать, можно повредить, можно попортить, долго ли, умеючи. Но именно затупить нормальной работой — это надо ох как постараться. Ну то есть буквально на хорошей доске помидоры 125-кой вы будете резать пожизненно. Конечно, при условии нормального ТО. Здесь необходимо сделать движение в сторону и очень кратко пояснить за, собственно, кастомную термообработку. Сам термин «кастомная термообработка» или «кастомная закалка», как вам удобнее, это довольно неуклюжий и неустойчивый термин, ведь кастомность не означает качество. И это факт. Но термин «кастомная термообработка» довольно точный. Суть такой закалки буквально в индивидуальном подходе. Ну, например, ковка порошковой стали — это довольно сложный процесс. Процесс с высокой вероятностью брака. И именно поэтому в рамках массового производства ковка для порошковых сталей не применяется. Многократная криообработка уже может применяться, в том числе и для тысяч заготовок одновременно. Но опять же, именно многократная не применяется ввиду высокой стоимости. Термоциклирование или ТЦО также увеличивает стоимость и, что важнее, серьезно удлиняет процесс производства, что опять же увеличивает стоимость, и потому точно так же не встречается в серийном производстве. Более того, некоторые моменты вообще не лежат в плоскости непосредственно термообработки, но тем не менее влияют на нее. Есть серьезная разница, в какой конкретно форме металл попадет на закалку. Чаще всего в серийном производстве термообработке подвергают уже вырезанный клинок. Ну так и дешевле, и быстрее. Но если нам нужны высокие значения твердости, мы будем вынуждены работать с пластиной металла и вырезать клинок уже после закалки, потому как в ином случае заранее подготовленный клинок гарантированно деформируется в процессе ТО. Вот все это в совокупности и делает, собственно, работу индивидуальной и дорогой. Итак, 125-ка против Vanax 75. Кто из них изначально острее? Однозначно 125-ка. Производительность у 125-ки точно так же выше, чем у Vanax, и это хорошо видно по результатам. Вот они еще раз. И, наконец, поведение в процессе работы у Vanax 75 именно что типичное. Ну то есть переход от первичной остроты к рабочей остроте происходит ощутимо и отчетливо. В этом плане 125-ка совершенно на другом уровне. Устойчивость кромки у Vanax потенциально выше, чем у 125-ки. В итоге производительность и поведение на тесте у 125-ки выше, чем у стали Vanax 75. Действительно, 125-ка — это феноменальный продукт. И при должном подходе она дает невероятный пользовательский опыт. Но это не было тайной. А как обстоит дело с другими суперсталями? Начнем с ZDP-189. Японская сталь производства Hitachi ведет себя традиционно. Здесь мы, как и в случае с Vanax 75, регистрируем небольшие участки мыла на режущей кромке. Производительность ZDP-189 в целом сопоставима с производительностью Vanax 75. Вот результаты тестов относительно друг друга. И практически мы могли бы сказать, что характер работы Vanax 75 и ZDP-189 очень похожи. Это так. Но отличие все-таки есть, и отличие существенное.
ZTP-189 в хорошей термообработке острее Vanax 75. И вы можете сказать, что острота — это довольно зыбкое преимущество, потому как острота — это еще и заточка, и заточный инструментарий. И в целом вы абсолютно правы. Однако стоимость ножей с такими или подобными клинками близка к запредельной, а следовательно разумно предполагать, что и заточка на них будет качественной. И в таком сравнении у ZDP будет преимущество. Vanax 75, как и в случае со 125-кой, будет устойчивее, чем ZDP-189. Очень похожая картина будет при сравнении со сталью М390 компании Böhler Uddeholm. Когда М390 работает на 64 единицах твердости в варианте ТЦО, острота у М390 будет выше Vanax 75 и кривая затупления будет более пологой. М390 ТЦО — это по-хорошему осознанный выбор искушенного пользователя. Сталь, говоря простым языком, очень злая. Местами напоминает в работе даже быстрорежущую сталь. И устойчивость к повреждениям опять же будет выше у Vanax 75. Но в остальном преимущество в работе будет за М390 ТЦО. И, наверное, единственная сталь, которая и остротой, и поведением в работе, и комфортом работы очень сильно похожа на Vanax 75, это сталь CPM S110V производства компании Crucible. Обе стали сопоставимы и по качеству первичной остроты, и по комфорту работы. И здесь нужно понимать, что все, начиная со 125-ки, включая Vanax 75, это супер стали, и работают они великолепно. Но ведь мы все познаем в сравнении. Устойчивость у Vanax 75 опять же будет лучше, чем у 110. Сейчас вы можете справедливо возмутиться и спросить: Руслан, 125-ка круче в целом, М390 ТЦО и ZDP-189 острее и бодрее работают, общая производительность сопоставима. И только 110-ка идет с Vanax 75 более-менее ровно. При этом ты неоднократно рассуждал про 110-ку далеко не в радужных тонах. Поясни, пожалуйста, где тут конкретно лучшая в мире сталь? И почему ты не сравниваешь с чемпионом, с Rex'ом 121? Я боюсь, сравнивать особо нечего. Вот их результаты, и 121 Rex во всем круче любой нержавеющей стали. В том числе и 125-ки, но он ржавеет, а потому на праздник не приглашен. Но вы правы, это все-таки чемпион, и вспомнить было нужно. Итак, перед вами сводная таблица всех сталей на клинковой базе ножа Ultratech Swarn. У меня к вам есть два вопроса. Вопрос первый. iPhone 13 Pro лучше, чем iPhone 10R? Ну давайте отвлечемся и подумаем вместе. Айфоны и ножи совсем не рядом, это дело ясное, но нам это поможет. Ответ однозначный, ну конечно лучше. Сейчас, наверное, будет сложно купить именно новый 10R, но восстановленный без проблем. И вы правы, очевидно 13 Pro будет лучше. Лучше камера, лучше экран, быстрее интернет, лучше батарея, лучше процессор в конце концов. Так называемый задел на будущее у 13 Pro есть, а вот у 10R он сомнителен. Конечно, 13 Pro лучше. Да, существенно дороже, но лучше. Ну хорошо, тогда второй вопрос. А что такого можно делать на 13 Pro, чего нельзя делать на 10R? В реальной жизни реальному человеку. Лучше? Да, пусть будет лучше, без проблем. Но вот что такого реального можно делать на 13 Pro, чего нельзя делать на 10R? Ответы будут разные, так как люди разные и задачи у людей разные. Но в реальности для подавляющего большинства людей оба телефона будут делать одно и то же. Давайте по аналогии. А что такого может сделать 125-ка, М390 ТЦО, ZTP-189, чего не может сделать Vanax 75? Вот опять результаты, только на этот раз вместе с ними результаты Spyderco Military со сталью М390. Ну так сказать, для наглядности. Это ведь все суперстали без каких-то оговорок. Что могут сделать они и не может сделать Vanax 75 у реального человека в реальном мире? И ответ здесь один. Ничего. Ну тогда главный вопрос. А есть что-то такое, что может Vanax 75, но не могут они, никто из них? И ответ есть. Внимание на экран.
Что мы здесь видим? Отдых на прекрасном пляже и морскую рыбалку. И на этой рыбалке активно работало два ножа. С одной стороны Ultratech Swarm 3 со сталью Vanax 75, и с другой стороны Ultratech Urs со сталью М390 ТЦО. Я подчеркиваю, это не аккуратные фоточки в инсту рядом с рыбой. Это именно два рабочих ножа во время морской рыбалки. И вот что происходит с ножами после. Вот наглядная разница между М390 ТЦО и Vanax M75. При этом хозяин ножей работал ими нормально, без разгильдяйства. И очень хорошо видно, насколько по-разному две стали реагируют на агрессивную среду. Очень наглядно и ярко смотрится понятие «нержавеющая сталь». Конечно, данная коррозия на М390 не фатальна. Хозяин ножа привел клинок в порядок, и в целом это именно те последствия, с которыми сталкивается человек во влажном климате. Весь вопрос в том, насколько интенсивно и долго такая эксплуатация будет продолжаться. Уберечься на 100% при хорошем отдыхе или походе или рыбалке не получится. Именно поэтому нержавеющая сталь, сам термин нержавеющая сталь поясняется как сопротивляющаяся коррозии. И конечно, вы можете сказать, я не езжу и не планирую ездить на морскую рыбалку. Мне не нужна защита от коррозии. Но давайте на чистоту. Если единственное предназначение вашего ножа радовать хозяина, то никаких вопросов, и сталь может быть любой, тут нет проблем. Но если все-таки нож будет работать, то вы рано или поздно столкнетесь с влажным климатом. Как именно это будет? Горы Кавказа, Северное море, джунгли Вьетнама, дельта Амазонки или что-то еще? Это не важно. Это будет, и что важно, так будет с любой современной нержавеющей суперсталью. Буквально с любой. А вот с Vanax не будет. Vanax 75 это суперсталь, и это на самом деле нержавеющая суперсталь. А вообще, давайте еще с одной стороны на это посмотрим. Вот вы захотели купить себе хороший нож. Ну, желание понятное, желание исключительно светлое. Но вы не просто какой-то хороший нож хотите купить. Вы прямо хороший хотите. И, допустим, это будет кухонный нож. Ну, так просто нагляднее. И вот вы через знающих людей, потратив десятки, а может и сотни тысяч, покупаете кастомный японский кухонник. И там вряд ли будет стоять что-то сильно нержавеющее, ибо зачем его тогда покупать в виде кастома, серийной продукции вдоволь. На кастоме, скорее всего, будет стоять что-то типа Kaori X с DP-179, возможно, какая-то хитрая Aagami или вообще HAP-72. То есть сталь будет как минимум злющей и острой, а скорее всего еще и резать будет яростно. Рукоятка будет деревянной, разумеется. Вероятно, будут вставки, и вообще нож, вот когда вы его получите, ну я вам заранее завидую. И вот вы достали его из коробки, он прекрасен, вы насладились его видом, вот прямо вот-вот. И, естественно, надо сразу что-то порезать. Ну а что можно сразу порезать? Ну, конечно, лучок можно сразу порезать, это правильно, лучок. Но вот тут вы задумались. А вот рыбку потом захочется порезать? Ну, возможно, да. Возможно, захочется порезать рыбку. А хочется, чтобы рыбка потом луком пахла? Ну, наверное, и нет. Ну, наверное, тогда не надо резать и лук. Ну да бог с ним вообще, ну что, лук порезать нечем, нормально все. И вот вечер, к вам приехали друзья. Мясо, вино, красота, ну и, конечно же, красавец-нож. Вы отлично время провели, друзья разъехались, и вы один на один с горой посуды. А ее ой как не хочется сейчас убирать, ну такой же хороший был вечер. Но это правильно, надо дать себе иногда отдохнуть. Ну и тем более, что ваш прекрасный нож, он ведь не в этой горе посуды. Вы им как порезали, так сразу же, дисциплинированно, протерли клинок тряпочкой, водой ополоснули, никакой химии, никаких там губок. Насухо протерли, смазали маслом камелии и аккуратно убрали на место. А друзья, мясо, вино, да подождет это все. Тут же ведь в конце концов кастомный нож с суперсталью. Что вообще за вопросы? Я думаю, посыл ясен. Наверное, так много где еще, но в нашем доме культуры вот так бывает вот очень нередко. Чем благороднее поделие, тем глубже на полке ему стоять. Vanax 75, будучи премиальным продуктом, работает так, как и положено премиальному продукту. Он комфорт повышает, а не добавляет, что называется, обязательных ритуалов в быту. И я подозреваю, что вы мне сейчас скажете. Ну, наверное, это будет примерно так. Руслан, тест — это хорошо. Вот реальная проверка морем вообще отлично. Хозяину ножа большое спасибо. Все это супер, но, Руслан, ты же понимаешь, что все эти сварны, ну вот все, что в видео было, это ведь даже не Феррари в мире ножей. Это коллекционные Феррари в мире ножей.
Эти ножи мало того, что безумно дороги, их и купить-то нереально. Аукционы там, всякое такое. Ну какой практический смысл вот от этого всего, а? А вот тут вы не правы. За последние 20 лет ведь ножевой мир прошел большой путь. Я думаю, мы все видим, насколько серьезно шагнула вперед массовая заточка. И такое мощное развитие качественной заточки происходит не потому, что кто-то что-то там прорекламировал. Ножевые стали очень серьезно выросли. Мы с вами помним 440C как стандарт. Мы помним переход на TS-34, 154CM, RVL-34. Мы помним 30-ку, помним, как Spyderco, Benchmade активно ставили эту сталь. А ведь потом пришла нынешняя эпоха. Benchmade внедрил М390, и разница между 440C Benchmade и М390 Benchmade очевидна всем. Но вот что интересно. Развитие от 440C до М390 — это круто, да, но ведь по сути это просто наращивание мускулатуры. А ведь Vanax — это уже другой уровень. Семейство Vanax — это эволюция сталей, облегчающих работу даже больше, чем переход от 440C до М390. Самый большой интерес представляет именно младшая сталь линейки Vanax Super Clean. Плюс не стоит забывать, что производитель Vanax — это Uddeholm. Точно так же, как и производитель Elmax. Ведь сейчас, если Vanax 75 лучшая в мире сталь, то Elmax — это лучшая сталь в реальном мире. Здесь и для людей. Вы очень хорошо видите по тестам, что среднее качество термообработки наших производителей выше и выше отчетливо. Представьте, что у вас на кухне, на кармане, на разгрузке висит нож с нормальной производительностью, абсолютной совместимостью с керамикой, и при этом это настоящая нержавейка. Сейчас, в данный момент, у наших производителей есть все для внедрения по-настоящему современной стали. Есть все для нового витка развития наших любимых ножей. И это не премиальный, а абсолютно реальный мир. И это Vanax Super Clean. А на сегодня все. Если материал вам понравился, поставьте, пожалуйста, видео лайк, подпишитесь на канал и поделитесь видео с друзьями. Спасибо вам за просмотр, до новых встреч и пока!